Ну что ж, подкормка готова. И начну я подкармливать, пожалуй, в начале метельчатой гортензии. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания гортензий. В этом видео я вам расскажу об одной очень важной подкормке, которая проводится примерно в первой половине лета, до начала цветения, в момент формирования соцветий на гортензиях, крупнолистных, метельчатых в том числе подкармливать можно абсолютно любые виды гортензий данным удобрением. Оно очень эффективно, гортензии его просто обожают. И оно состоит из двух компонентов. Первый компонент — это минеральные удобрения, и второй компонент — это стимулятор роста. Сейчас я нахожусь рядом с кустиком крупнолистной гортензии сорта «Бесконечное лето». В этом году, к сожалению, у нас в связи с погодными условиями, нахожусь я в Московской области, все, наверное, знают, что у нас были в мае очень достаточно сильные снегопады в первой половине мая, и заморозки, пришлось все укрывать. И, конечно, многие гортензии, у многих, точнее, гортензии пострадали. У меня гортензии, слава богу, выжили. Я их укрывал. Укрывал я только крупнолистную гортензию. В принципе, метельчатое хорошо без укрытия перенесло этот неблагоприятный период, который длился у нас примерно неделю. И вот у многих пострадали, к сожалению, гортензии крупнолистные. И в этом году они уже могут не зацвести, если у них погибли цветочные почки. Но мне удалось благодаря укрытию сохранить. И вот сейчас вот растения набирают соцветия. И будут, конечно, в этом году также цвести, может быть, не так обильно, как в прошлом году, но, тем не менее, цветение будет, и я вам его обязательно покажу. Напомню вам, что гортензия крупнолистная предпочитает немного кислые почвы, и это надо учитывать в том числе и при подкормках. Нейтральной почвы также хорошо растет гортензия, так что не расстраивайтесь, если у вас там нет торфа, ничего страшного, гортензию можно выращивать, главное правильно ее подкармливать, а тем более чуть-чуть подкислить почву всегда можно либо кислым торфом замульчировать, либо опилками, либо хвойным опадом, либо подкормками. Вот о такой подкормке, которая слегка подкисляет почву вокруг гортензий и в то же время способствует формированию наиболее крупных соцветий и продляет цветение, я вам сегодня и расскажу. Для приготовления питательного состава для гортензий перед цветением я использую 10-литровое ведро с водой. И первый компонент, ингредиент, который я добавлю, это минеральное удобрение сульфат калия. В нем содержится большое количество калия, а это тот элемент питания, макроэлемент, который сейчас очень необходим гортензиям, чтобы сформировать крупные соцветия, цвести долго и обильно. Вторым компонентом в данной подкормке будет обычный цветочный мед. Самое главное, чтобы он был натуральным. Можно использовать не только цветочный мед, но и липовый, гречишный. В общем, любой натуральный мед подойдет. Главное, чтобы он был настоящим. Берем 2 столовые ложечки меда и растворяем в 10 литрах воды. Мед достаточно хорошо и быстро растворяется. Можно, конечно, предварительно развести его в небольшом объеме воды отдельно, скажем, в литровой баночке растворить, а потом добавить. Но можно и сразу ведро с водой. Очень часто меня спрашивают, зачем я применяю мед вот в таких комплексных подкормках растений, добавляю его в какие-то составы. Все очень просто. Дело в том, что мед является природным стимулятором роста. В нем содержится большое количество микроэлементов, в том числе различных кислот, в том числе и янтарная кислота, которую мы часто применяем для полива комнатных растений, цветов и других растений, в том числе и овощных, томатов, огурцов, баклажанов. Используем янтарную кислоту как стимулятор роста, а также как такой своеобразный антидепрессант, когда растения чем-либо повреждены, допустим, ночными возвратными заморозками. Вот мед также является хорошим природным стимулятором роста, абсолютно натуральным.
и он слегка подкисляет почву. Он имеет кислую реакцию, поэтому при добавлении его в составы для подкормок гортензий это будет очень хорошо. Гортензии это любят. Попробуйте, примените мед, и вы увидите разницу. Применять его можно как в чистом виде. 2 столовых ложки натурального цветочного меда растворяем в 10 литрах воды и поливаем ослабленные растения. Также в комбинации с различными минеральными и органическими удобрениями. Несколько минут и питательный состав для подкормки гортензий будет готов. Ну что ж, подкормка готова. И начну я подкармливать, пожалуй, в начале метельчатые гортензии. Сейчас вы видите один из самых раннецветущих сортов метельчатой гортензии. Это Вимс Ред. Сейчас в первой половине июня он уже набирает соцветие. Вот видно, что листики немножко повредились майскими заморозками, но растение восстановилось. И сейчас нужно помочь ему набрать максимально красивые кондиции в цветении, да и просто в росте. На одно растение я добавлю примерно 3 литра данной подкормки. Это у меня сравнительно молодое растение, ему 4 года, поэтому если у вас крупные старые гортензии, то тогда можно под них вылить весь объем этой подкормки в объеме 10 литров. Ну и, конечно, крупнолистную гортензию я также сейчас подкормлю. Вылью немножко больше под нее, потому что эти кустики у меня постарше, помассивней. Вот так вот ковшечком по периферии куста диаметром примерно 1 метр. Желательно распределить весь объем этой подкормки. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что данное видео было вам интересно, а самое главное полезно. Хорошего вам цветения!